Всем привет! Меня зовут Артем Дервоед, и сегодня я расскажу вам, как поставить новые струны на гитару. Для этого нам понадобится гитара. Сегодня это Yamaha серии Grand Concert GC22C. Это струны Pro Arte D'Addario Carbon. Это вот такой аксессуар от фирмы D'Addario, который называется Pro Winder. Назовем его просто крутилка. И у нас уже на гитаре установлен тюнер NS Micro. Здесь у нас есть три важных момента. Нам нужно поставить струны быстро. Нам нужно поставить струны так, чтобы это было безопасно для самого инструмента и чтобы в итоге это выглядело эстетично. Для того, чтобы нам делать это быстро, мы используем нашу крутилку. Снимаем первую струну. Для того, чтобы во время установки струн не повредить верхнюю деку, мы используем вот такую вот тряпочку. Также это может быть любая другая, например, картонка или пачка из-под струн. Дело в том, что если струна лопается во время того, как мы ее натягиваем, то обычно ее конец ударяет вот сюда, в верхнюю деку, и здесь может появиться вмятина или даже дырка, в зависимости от толщины верхней деки. Так, у нас первая струна. Мы продеваем ее с внутренней стороны в отверстие. Почему с внутренней? Потому что если мы делаем это с внешней стороны и протягиваем всю струну через отверстие в подставке, то если само отверстие внутри плохо отшлифовано, то мы можем поцарапать струну, что негативно скажется и на сроке жизни струны, и на самом звуке. Поэтому мы делаем это с внутренней стороны. На конце мы завязываем маленький узелок. Узелок этот служит для того, чтобы предотвратить развязывание самого основного узла. Дело в том, что первые три струны у нас либо нейлон, либо карбон, и это скользкий материал. Соответственно, из-за сильного натяжения узел может расплестись, и точно так же произойдет авария, которая может либо повредить инструмент, либо струна может больно ударить по рукам. Для этого вот этот узелочек и нужен. И теперь мы завязываем основной узел вот этим концом вокруг струны. Раз, два и три. И теперь затягиваем. С этой стороны узел готов. Теперь мы переходим к головке грифа. Продеваем этот конец в отверстие на механике. Причем именно с этой стороны вот туда. Нам нужно, чтобы, когда мы поворачиваем колок вправо, струна натягивалась, то есть звуковысотность повышалась. Когда мы крутим колок на себя, то она понижается, а не наоборот. И теперь то же самое. Мы этот конец обворачиваем вокруг тела струны 3 раза. Раз, два и три. Все, натягиваем. И, используя
нашу крутилку. Начинаем затягивать от себя. Хочу обратить ваше внимание, что если вы меняете старые струны на новые, то вы сняли первую струну, поставили новую первую струну или любую другую струну и уже настраиваете ее на нужную ноту. Если же на вашей гитаре нет струн, то когда вы поставили первую струну, не натягивайте ее до самого конца, до нужной ноты, чуть-чуть натянули и оставили. Дело в том, что натяжение струн дает огромную нагрузку на верхнюю деку. Соответственно, лучше, если нагрузка будет равномерно распределена, и вы сначала поставите, как бы наживите струны, а потом уже натянете их на нужную звуковысотность. Поскольку мы меняем старые струны на новые, то мы сразу первую струну настраиваем на нужную нам ноту. Используем тюнер. Первая струна настраивается на ноту ми. И сейчас нам тюнер покажет, когда мы ее достигнем. Вот он загорается зеленым. Нота ми на месте. Естественно, новая струна будет не держать строй какое-то время, и нам нужно будет ее периодически подтягивать. Еще очень важный момент – это вытянуть узлы. Для того, чтобы нам затянуть узел, который находится на подставке, мы делаем такое вот движение, большим пальцем надавливаем вниз, для того, чтобы облегчить нагрузку на верхнюю деку, на саму подставку. А вот этими пальцами мы подтягиваем, натягиваем струну. Это затягивает узел, а тот узелок, который мы завязали на конце струны в самом начале, он не дает этому узлу развязаться. То же самое мы делаем и со второй струной, и с третьей струной. Итак, поставили вторую струну, переходим к третьей. Итак, здесь все то же самое. Оборачиваем вокруг 3 раза. И здесь все то же самое. Продеваем отсюда, с внешней стороны, во внутреннюю струну в отверстие. Достаем обратно и вокруг поворачиваем на 3 раза. Никаких других сверхсложных систем придумывать не надо. Все это только отнимает время и не имеет никакого смысла. Это больше времени на установку струны, больше времени на ее снятие. Но поверьте мне, вот эти 3 оборота вокруг, этого достаточно, чтобы со струной ничего не случилось.
Итак, теперь мы переходим к установке басовых струн 4, 5 и 6. На них я использую немножко другой узел. Сейчас я его покажу. Берем 4-ю струну. Точно так же продеваем в отверстие на подставке с внутренней стороны вовне. Здесь нам не нужен этот маленький узелок, который мы завязывали на первых 3 струнах, потому что у басовых струн есть обмотка, и она совсем не скользкая. Далее мы просовываем под струной, оборачиваем вокруг, и снова этот же кончик просовываем вот сюда. Натягиваем. И получился вот такой узел. С этим концом все то же самое. С внешней стороны во внутреннюю, в отверстие механики, мы продеваем струну, достаем обратно и закручиваем вокруг. 1, 2, 3. Придерживая этот кончик струны, мы берем нашу крутилку и затягиваем. То же самое мы проделываем с 5 и 6 струнами. Итак, мы натянули 4-ю струну. Нам здесь остается затянуть этот узел. Мы немножко сдвигаем вот эту часть узла сюда. Соответственно, натяжение струны само затягивает этот узел, и мы немножко помогаем, точно таким же образом, большим пальцем мы давим сюда и немножко натягиваем струну вот этими пальцами. Остается снова подкрутить струну. Снимаем 5-ю. Кстати, обратите внимание, что нам нет необходимости из-за того, что на струне есть обмотка, делать какой-то очень сложный узел. Поверьте мне, вот этого узла абсолютно достаточно. Так, берем 5-ю струну, все то же самое. Этот кончик струны мы продеваем в отверстие подставки с внутренней стороны наружу. Берем этот кончик, он идет под струной, вокруг струны, и снова этот же кончик идет вот сюда, под струну. Удерживаем и затягиваем. Второй кончик струны мы продеваем в отверстие механики. Достаем обратно. И точно так же 3 раза оборачиваем вокруг струны. 1, 2, 3. Удерживаем за кончик и затягиваем. Готово. Теперь нам нужно затянуть вот этот узел. Вот эту вот штуку, образовавшуюся, мы сдвигаем сюда и, удерживая сам узел большим пальцем, немножко оказывая легкое давление вниз на подставку с декой, вот этими пальцами мы подтягиваем струну, тем самым затягивая узел. И переходим к 6-й струне. С 6-й струной есть своя небольшая особенность. Дело в том, что она очень толстая и упругая. И, возможно, вы обращали внимание, что на одном из концов струны
именно на одном, есть вот такая вот растянутость обмотки. Вот здесь она немножко растянута, и, как видите, она более мягкая, чем в остальных местах. Это для того, чтобы нам этим концом было удобней завязывать узел, который располагается на подставке. Итак, этим концом с растянутой обмоткой мы продеваем струну в отверстие на подставке. И вот здесь как раз вот эта растянутая обмотка нам дает возможность легко завязать узел. Еще раз. Этот конец идет под струну. Достаем из-под струны, заворачиваем вокруг. И если вы видите, здесь образуется вот такая вот дырка в узле, куда мы этот кончик и продеваем. Удерживаем здесь и затягиваем. А этот конец струны мы снова продеваем в отверстие на механике, затягиваем, достаем его обратно и точно так же вокруг струны 3 раза. 1, 2, 3. Удерживаем этот конец и затягиваем. Дело в том, что конец этот нужно удерживать достаточно сильно. Теперь точно так же затягиваем этот узел. Этими пальцами мы тянем струну наверх, а большим пальцем слегка поддавливаем вниз. Все готово. А сейчас мы переходим к финальной стадии. Это обрезание. Помимо того, что вот это вот все выглядит неэстетично, есть еще такой момент, что верхняя дека, когда мы играем на гитаре, она вибрирует. И эта вибрация передается на струны, которые вот так вот лежат на верхней деке, и они начинают жужжать и подзванивать, что в принципе нам, конечно же, абсолютно не нужно, поэтому мы эти кончики обрезаем. Берем всю ту же нашу универсальную крутилку, на обратном конце которой есть вот такой вот секатор, и переходим к хирургическим процедурам. То же самое и на головке грифа. Мы отрезаем, оставляя небольшой хвостик, совсем небольшой. Теперь спереди. Вот у нас это выглядит аккуратно и причесано. Также и здесь. Кончики струн не лежат на верхней деке. Это выглядит и опрятно, и у нас не будет никакого дребезжания и жужжания. Сейчас вы увидели классический способ крепления, но на современных гитарах все чаще
используется система с двумя отверстиями на подставке. Вот смотрите, здесь одно и второе отверстие. Это делается для того, чтобы изменить угол давления струны на кость. Чем больше угол, соответственно, больше давление. Это влияет на звук, и вы сами можете поэкспериментировать на такой гитаре, как звучит, если вы завяжете более классический узел с меньшим углом и современный узел с большим углом. Больше угол дает больше яркости струне. Вот здесь находятся два отверстия, и точно так же с внутренней стороны кончик струны мы продеваем в отверстие, которое крайне ближе к нам. Дальше. Теперь этот кончик мы продеваем во второе отверстие. И он идет вот сюда. Оставляем его торчать и затягиваем. Сколько бы отверстий у вас на подставке не было, на головке грифа все крепится точно так же. Раз, два, три. И затягиваем. Откусываем ненужный кончик с этой стороны и с этой стороны. Гитара готова. Итак, сегодня вы научились менять на гитаре струны. А как настраивать гитару, вы можете увидеть в уроке номер 1. Приятного вам музицирования. Пока.